холодно. Ну вы что, вы всегда так мерзнете? Потому что... Да нет, раньше не мерз, а сейчас, наверное, организм поддался. Еще что плохо? Холодно, нет аппетита, еще что? Ну, нет аппетита и вот то, что я не в состоянии, вот это мне очень плохо. Не в состоянии чего? Да ничего не могу сделать, не в состоянии ничего. Ведь вы, в общем-то, человек, который до последнего времени работали, да? Вы когда перестали работать? Да перестал работать уже в этом году. Как в этом году? В каком сейчас? Ну, в 94-м. То есть еще вот в январе вы еще работали? Ползал еще. Нет, в январе уже не работал. Ага, значит, в 93-м вы перестали работать. Так, что же помешало работать? Вот, что... Ну, здоровье, что нет здоровья. Нет здоровья. Вот что именно в здоровье? Что вам мешает работать в первую очередь? Что вам мешает? Мешает то, что сил нет никаких. Ага. Вы считаете, что у вас очень выраженная слабость, да? Да. Ну-ка, дайте-ка мне руку, сожмите. Ну-ка. Вот как сжали руку. Сила-то физическая у вас достаточно хорошая. Да нет. А? Да нет, это так кажется. Это только кажется? Конечно. Понятно. Еще что в здоровье плохо? Ну что, радикулит пробил, вот все, ногу, все. Вот, ага. Вот ну, хотя вот и ходите... На эту сторону и лечь даже не могу. Понятно. Хотя ходите вы вроде бы не хромая, но болит там, да? Болит. Понятно. Еще что болит? Что еще в организме вам плохо? Голова болит. Голова болит. Как болит? Где? В какой части? Ну и затылок болит, и здесь вот болит, в висках. Так, еще что болит? Сердце вы чувствуете как-то? Сердце очень слабо работает, потому что я был перед этим у кардиолога. Пульс 100. Очень выраженный пульс. Да, а давление совершенно было никудышнее. Низенькое, 100 да? 100 на 60. Ага, ну дайте я посмотрю ваш пульс. Совсем никудышний. Нет, ну я чувствую. Достаточно ровный, хотя давление, видимо, действительно невысокое. Так, значит, говорите, сердце слабо работает, да? Ну, вы его как-то чувствуете или вы его никак не чувствуете, свое сердце? Да ломило вот дома, я волокордин принимал. Помогало? По 15 капель, немножко помогало. Немножко помогало. Так, еще что вас беспокоит? Желудок, кишечник беспокоит? Ну, кишечник, вот видите, совсем ничего не выходит. Совсем нет стула. Сколько времени уже нет стула? Да давно нет практически, и дома не было, и тут нету. Ну, практически, или вы все-таки по чуть-чуть немножечко ходили? Или совсем не ходили в туалет? Ну, чуть-чуть было в последнее время, где-то числа, наверное, 30-го. Ну, 30-го. Да. 30-го это почти месяц назад. Да, да. Так, еще что вас беспокоит? Вы вообще вот с почками, почки вас никак не беспокоят? Ну, почки вроде не беспокоят, я сам не знаю, как они там работают, не работают. Мочеиспускание, все нормальное? Нет. А что такое? Да уже не могу и сходить по-маленькому. Что значит не можете? Не могу, нет сил. Сил нет? Да, просто видно, эти атрофировались нервы. Нервы атрофировались? Ну да, вот не могу даже пописать сходить. Но вы говорите, что у вас, в общем, там не медицинское образование. Откуда у вас такие представления, что там нервы атрофировались? Ночью, вот сегодня ночью вы вставали, мочились? Вечером? Один раз только. Один раз. Ну, нормально помочились? Ну, так еле-еле помочился. Ага. Ну что, очень долго не было мочи? Да, долго. Вот так вот. Понятно. Сейчас есть ощущение, что мочевой пузырь полный, что хочется его опорожнить? Есть такое ощущение, но ничего сделать не могу. Понятно. Значит, с этим надо поработать. Понятно. Так,
Вот, а что с вашим кишечником? Как вы себе представляете? Что там такое? Да я представляю, что он забит весь, и все, опорожниться не могу. Ага. Что, твердый живот? Ну, еще не твердый, но, наверное, уже будет твердый, потому что я никак не схожу в туалет. Ну хорошо. Но мы с вами говорили о том, что для того, чтобы, в общем-то, можно было ходить в туалет, нужно что-то есть, а вы едите-то очень мало, да? Ну, я мало, потому что я боюсь есть, не опорожнюсь. Ага. Ну, вот мы с вами обсуждали, что для того, чтобы кишечник нормально работал, должна поступать пища, особенно овощи. Вы едите что-нибудь из овощей? Да ел чуть-чуть борща, вот и все овощи. Понятно. Так, теперь вы мне скажите, разница какая-нибудь есть вот в зависимости от времени суток в вашем состоянии? Когда вы себя лучше чувствуете, когда похуже? Ну, утром очень плохо, Угу. а потом чуть-чуть получше. Со сном как вы спите нормально? Ну, сегодня вот Нормальный у вас? Или... Да не нормально, откуда он нормальный? Угу. Скажите... Нормально ложишься, встаешь, как положено. А у вас как? А у меня, если я уже заварился, я встать не могу. Скажите, днем, вот я не видел, чтобы вы днем лежали, да? Вы не спите днем? Нет, я лежу много, но там холодно очень. Лежишь, скочишь. Под одеяло можно залезть. И под одеялом. И у нас в отделении не так холодно. В общем-то, никто из больных, кроме вас, не жалуется, что холодно. А? Ну, видно, у них в порядке организм, поэтому они не жалуются. Понятно. Вот, Матвей Иосифович, несколько раз было так, что вы отказываетесь пить таблетки. Чего-то говорите, что таблетки не нужны. Это что значит? Я насчет таблеток не говорил. Не говорили, да? Нет. Ну вот мне просто сейчас, когда мы с вами вот шли сюда, вы мне сказали, что больше я уже таблеток пить не смогу. Не смогу, потому что сил уже нет. Ну а для того, чтобы выпить таблетки, это же больших сил-то не нужно. Взял и проглотил. А? Да не глотается, вот еле-еле сегодня проглотил. Даже глотать не получается? Но вот опять-таки мы говорили, что не очищен у вас кишечник. Нужно сделать клизму для этого. Как вы к этому относитесь? Ну, клизму сделать, во-первых, это на один раз, и все равно уже я не добегу до туалета. Что значит не добежите? Не добегу, у меня сил нет. Ну, мы с вами поднялись сюда на 2-й этаж, и уж как-нибудь с помощью персонала, я думаю, что все будет нормально. Нам нужно же очистить кишечник. Вы согласны? Ну, нужно очистить. Но? Ну, почему же вы тогда отказываетесь от клизмы? Говорите, не надо. Почему не надо? Потому что не получится ничего. Холодно. Раздеться даже я боюсь. Ну, там раздеваться-то надолго не нужно для того, чтобы провести эту процедуру. Значит, ее обязательно нужно провести, вы должны обязательно собраться. Значит, ну, все-таки поточнее, опишите мне ваше настроение. Какое у вас настроение? Да какое? Самое плохое. Угу. Вот как его можно описать? Вот плохое настроение, оно бывает. И тоскливое, злое, тревожное. Какое у вас? Как его точнее описать? И тоскливое, и тревожное. Угу. А вот что значит тревожное? Что вас, какие страхи, какие тревоги вас беспокоят? Можете сформулировать? Чего вы боитесь, может быть? Всего боюсь. Ну, Матвей Иосифович, пока вы под надзором врачей, бояться ничего не нужно. Вы должны собраться, выполнять все инструкции врачей, все лекарства, которые вам назначают, обязательно нужно принимать, и сил у вас для этого хватит. Вы должны четко следовать всем инструкциям, и, конечно, очистить кишечник тоже нужно, наверное, сегодня это все сделать, и, пожалуйста, не отказывайтесь. Будете выполнять наши требования? Ну, я не знаю, а как не выполнять, если заставляют?
Но нужно собраться и обязательно все сделать, чтобы был и кишечник освободился, и чтобы весь ваш организм пошел на поправку. Согласны? Ну все тогда. А до этого вот... У больного отмечается целый комплекс эмоциональных расстройств, нарушений мышления и соматической дисфункции. Это сочетание тоски, тревоги, подавленности, нарушений сна, сверхценных и бредовых идей ипохондрического характера, заниженная самооценка, нарушение со стороны сердечно-сосудистой системы, задержка стула. Все эти расстройства характерны для депрессивного синдрома. Обратите внимание на ухудшение состояния в утренние часы, типичное для эндогенной депрессии. Тоже на нервной работе целый день драли меня. Ну, сколько лет вы проработали? Представляем вам больного 31 года. Больной закончил 8 классов и полиграфическое училище. Заболел в период службы в армии, был демобилизован по состоянию здоровья. В дальнейшем заболевание протекало безремиссионно. В периоды обострений отмечались нестойкие вербальные галлюцинации. Дома бывает беспомощен, неадекватен. Практически весь год проводит в стационаре. Да. Значит, как себя чувствуете? Пожалуйтесь или похвалитесь? Хорошо я себя чувствую. Настроение какое? Бодрое. Физически? То же самое. Физически то же самое. Миша, вы здоровы или вы больны? Здоров. Зачем вы находитесь в больнице? Лечусь. От чего, если вы здоровы? Как от чего? Ну, раз вы Как здоровы. от чего? От болезни тут лечусь. У вас есть болезнь какая-то? Есть. Какая же? Не знаю, высоты, наверное, боюсь. А вы боитесь высоты? Да. А вы что, работаете на высоте? Или... Работаю на высоте. Где? У вас какая профессия-то? А? Вы чего заканчивали? Ничего не заканчивал. Школу закончили? Закончили. Сколько классов? 10. 10. После школы работали, учились где-нибудь? Работал. Кем? Печатником. Печатником. А какой печати? Плоской. Плоской печати. Долго работали? Как долго? Ну, сколько лет вы проработали? Не знаю. Да? Ну, ладно. Миша, а вы мне скажите, сейчас вы работаете? Сейчас не работаю. Почему? У вас, Потому что не работаю. да? У вас инвалидность? 2 группа. 2 группа. Почему у вас инвалидность? Вам нужна она? Может быть, вам не нужна инвалидность? Может быть, вам нужно работать? Нужно работать. Да? Да. Значит, вот сейчас вам в больницу нужно лежать? Нет, не нужно. Нет, не нужно. Так болезнь есть какая-то? Нету. Никакой нет болезни. Ну хорошо. Что вы здесь в больнице делаете? Как что я делаю? Ничего не делаю. Ну, вам здесь скучно? Нет, весело. Весело? Вы с кем-нибудь здесь общаетесь, беседуете? У вас есть здесь друзья? Нет никаких друзей. С кем-нибудь из больных вы беседуете? Знаете кого-нибудь по имени? Нет, не знаю. Своих соседей. Кто с вами рядом лежит в палате? Не знаю. Ни одного не знаете? Ни одного не знаю. Ни справа, ни слева? Ни справа, ни слева. Хорошо. Ну, а своего лечащего врача знаете? Кто ваш лечащий врач? Полторанин Дмитрий Федорович. Ну, Дмитрий Федорович работает не в нашей больнице. Как не ваши? Вы работаете, вы лечите. Я Полторанин? Да. Меня-то как зовут, вы помните? Полторанин Владимир Петрович. Нет, у меня совсем другое имя, отчество. Я же вам говорил это. У вас память плохая? Полторанин Александр Иванович. Нет, у меня совсем другая фамилия, другое имя и другое отчество. Меня зовут Юрий Геннадьевич. А, правильно, Юрий Геннадьевич, я только что это вспомнил. Ах, вот так вот. Значит, память у вас все-таки не нарушена. Ну, хорошо. Значит, скучно вам здесь? Нет, не скучно. Чем вы развлекаете себя? Чем вы занимаетесь? Телевизор смотрите? Смотрю. Вчера чего-нибудь смотрели? Ничего не смотрел. Да? А сегодня смотрели телевизор? Нет, не смотрел. Хорошо. Читаете чего-нибудь? Ничего не читаю. Совсем?
Совсем? А умеете читать-то, Миша? Нет, не умею. Как это не умеете? В школу-то, вы же 10 классов школы закончили. Нет, это не умею. Даже сам посмеялся. Конечно, умеете, да? Умеете читать? Ага. Ага. Ну, хорошо. Значит, читать не читаете, телевизор не смотрите, ни с кем не беседуете. Ни с кем не беседую. Ну, хорошо. Вы хоть едите у нас тут? Конечно, ем каждый раз. Да? А хочется есть? Нет, не хочется. Как это не хочется? Сытый. Сытый? Ну вот что вам больше всего нравится поесть? Что вы любите больше всего? Самое вкусное, что для вас? Не знаю. Ну, какое-нибудь самое аппетитное. А? Это я тоже не знаю. К вам родственники приходят? Родственники приходят. Кто к вам приходит? Не знаю. Ну как не знаете? Кто из ваших родственников приходит? Не знаю. Ну, мама приходит? Нет, не приходят. А кто у вас есть? Папа? Бабушка приходит. Бабушка приходит, да? Что вы просите бабушку принести? Бабушка, принеси мне что-нибудь вкусненькое. Вот что вы ее просите, чтобы она вам принесла? Нет, Дмитрий Федорович, я прошу не то, что... Я не Дмитрий Федорович. Вы опять забыли. Как меня зовут? Геннадий Ага. Юрьевич. Наоборот, только Юрий Геннадьевич. Так, значит, что хотели меня спросить? Ничего не хотел сказать. Ну хорошо, что вы просите бабушку принести? Что самое вкусное? Что самое вкусное? Ничего, то, что носит, то и ем. Да? Все равно? А если она гайки принесет? Гайки я есть не буду. Не будете есть? А какой сегодня год, знаете? Год не знаю. Ну все-таки. Какой? 74-й, 84-й или 94-й? Не знаю. Совсем не знаете? Совсем не знаю. А месяц? Тоже не знаю. Ну все-таки весна, осень, лето, зима. Сейчас? Не знаю. Лето. Угу. Что там на улице-то сейчас? Смотрели на улицу? Не смотрел. Утром сегодня не выглядывали в окошко? Чего там на улице творится? Нет, не выглядывал. Не выглядывали. Как же вы работали печатником? Ни года не знаете, ни месяца, ни числа? Одни недели знаете наверняка, да? Знаю. Ну-ка посчитайте, какие у нас есть дни недели. Ну-ка. Понедельник. Вторник, И среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. А наоборот, вот перечислите их наоборот, в обратном порядке. Последнее воскресенье, перед ним... Понедельник. Нет, перед воскресеньем. Понедельник. Нет, Миша, это вы меня разыгрываете. Перед воскресеньем, в обратном порядке перечислите. Ну давайте, вы это умеете. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье, суббота, пятница, четверг, понедельник. Вторник со среды забыл. Ну-ка, итак, значит, последнее воскресенье, перед ним суббота, дальше, перед субботой. Не хотите? Ну что, не хотите мне говорить, а? Нет. Не хотите. Совсем и говорить со мной не хотите? Не хочу. Вы на меня обиделись, Миша? А? Я вас разозлил? Нет. Нет? Настроение какое? Бодрое. Бодрое? Ну, тогда у меня больше нет вопросов. Ведущим расстройством у данного больного является выраженный дефект в эмоционально-волевой сфере. Больной монотонен, безэмоционален, равнодушен, не проявляет никакой заинтересованности в беседе, стремится уйти от ответа, стереотипно повторяя слова «не знаю», ни с кем не общается в отделении, ничем не занят. Такое состояние мы определяем как апатико-абулический синдром. Этот синдром характерен для конечных состояний при шизофрении. Перед вами больной 47 лет. В настоящее время работает электриком, в разводе, имеет взрослого сына. Болен около 10 лет. Обострения наблюдаются ежегодно и проявляются заторможенностью и недоступностью больного. В период ремиссии возвращается к работе. А словами вы нам это не можете сказать? Виктор Иванович, как ваши дела? Какое сейчас состояние?
Пожалуйтесь на что-нибудь. Что-нибудь сейчас вас беспокоит? А словами вы нам это не можете сказать? Что мешает вам говорить, Виктор Иванович? Ну, язык у вас... Ну-ка, покажите нам язык. Язык у вас есть? Ну-ка. Язык есть. Так, можете вы мне теперь сказать четко, беспокоит вас что-нибудь или нет? Сколько вы здесь находитесь, Виктор Иванович? Вы поступили сюда 2 дня назад. У вас что-то случилось? Вы работали до последнего времени? Совсем ничего сказать не можете. Виктор Иванович, вы не можете говорить или не хотите говорить? Вы можете говорить? Ну тогда просто покачайте мне голову. Вы умеете говорить? Можете говорить? Вот так вот. Ну ладно. Ну а что вот, так сказать, руки у вас все нормальные, двигаются, да? Ну-ка, сожмите мне руку как следует. Посильнее так, сильнее, сильнее. Вот как я вас, и вы меня в ответ также сжимаете. Значит, сила в руках есть, да? Ну-ка, посмотрите на меня. Плотно зажмурьте глаза. Зажмурьте так. Ну-ка. Ну-ка. Угу. И еще разочек. Зажмурьте глаза. Пожалуйста, зажмурьте. Ну, вы только это не плотно делаете, вы просто мигнули. Ну-ка вот так сильно-сильно сожмите веки. Никак не получается. Ну, хотя бы так. Вот давайте вы вытяните руки вот так вот, да? Держите их вот так вот. И, ну-ка. Ну, почему не подержать? Давайте, вот так вот вытянутые, подержите. Подержите их вот так вот. И, ну-ка, 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 ну-ка. Закройте глаза. Закройте глаза. Держите вытянутыми руки и закройте глаза. Мы хотим, чтобы вы кончиком пальца до кончика носа дотронулись. Закрытыми глазами. Получится это у вас? Ну-ка. Не хотите. Опять мой вопрос. Виктор Иванович, вы не можете держать руки или не хотите? Ну, понятно. А у вас, у самого, нет никаких ко мне вопросов? Может быть, вы хотели бы меня спросить? Вот в самом начале беседы вы мне хотя бы подавали знаки головой. Да, нет. Можете вы мне хотя бы подать знак? Вы себя сейчас хорошо чувствуете, Виктор Иванович? Если да, то покачайте головой. Или вы себя сейчас плохо чувствуете? Если вы себя плохо чувствуете, то качните мне головой, что да, что вам плохо. Ну вот так вот. Ну хорошо, Виктор Иванович. Значит, если вот у нас так беседа проходит, ничего нам не скажете, а? Ничего? Тогда у меня больше вопросов нет. Беседа наша закончена. Вы можете идти. У данного больного полностью отсутствует речь, то есть наблюдается мутизм. Однако поведение больного показывает, что он понимает инструкции врача. Некоторые из них он выполняет, другие нет, то есть отмечается негативизм. Пассивная автоматическая подчиняемость больного проявляется в том, что он может оставаться неподвижным сколь угодно долго, пока врач не потребует от него выполнить какое-либо действие. Все описанные симптомы являются элементами кататонического синдрома. Ну хорошо, Виктор Иванович.
Значит, если вот у нас так... Больной 53 лет поступил в клинику с жалобами на НРС. С 20-летнего возраста наблюдаются судорожные приступы с потерей сознания. Длительное время злоупотребляет алкоголем. Ну ладно. Виталий Андреевич. Так. Пожалуйтесь или похвалитесь. Какое сейчас состояние? Хорошо ли себя чувствуете или остаются какие-то жалобы? Жалобы есть, Угу. как говорится. Жалобы есть. С мочеиспусканием, да? Да. Вот как часто бывает так, что постель бывает мокрая-то? Каждый день? Каждый день. Каждый день. Ну, понятно. А вот скажите, приступы с потерей сознания бывают? Ну, сейчас не было. Когда был последний приступ? Ну, это тогда еще, в прошлом году. В прошлом году. Вы тогда в прошлом году упали? Упал, да. А когда падаете, сильно ушибаетесь? Голову расшибаете сильно? Ну, почему? Не всегда же падаешь хорошо. Было когда-нибудь, чтобы сильно расшибали голову? Или всегда мягко? Был. Было? Что расшибали? Затылок или лоб? Где? А это уж как стукнись. Как стукнешься? Ну, сейчас вот что, так сказать, где больше было все-таки? Вот на лбу я никаких не вижу вроде ран. Нет, вот тут... Вот здесь вот есть шрамик один, да, над бровью. Да. Понятно. Скажите, а впервые, когда появились вот приступы, припадки? А это в армию пошел. Сколько лет-то было? Ну, тогда 18. 18? Комиссовали из армии? Да. И с тех пор, вот как они появились, они что, за это время усилились, ослабли? Что было с этими вот приступами? Участились или стали реже? Участились, можно сказать. Угу. Вот когда были приступы самые-самые частые? Ну, это я еще работал в ЦСУ. Меня тогда, ну, в какую больницу скажут, такую я отвезу. А сколько же времени вы не работаете? А вот с армией, как комиссовался, я уже не работал. У меня была тогда третья рабочая группа, а сейчас вторая нерабочая. Так в ЦСУ вы работали уже будучи инвалидом? Ну, это когда с армией комиссован был, мне третья группа. Рабочая. И сколько времени у вас была третья группа? До какого года? А вот 2 года назад мне сделали здесь вторую группу. Вторую группу. Значит, большую часть жизни у вас была третья. Да. Вы немножко чего-то делали, подрабатывали или ничего не делали? Дома сидели? Ну как же, я работал. Ага. Кем? Ну как кем? Ну я на автогрейдере, мне потом запретили на нем работать. Ну а на автогрейдере это вы до армии работали или после армии работали? Уже после армии. Уже после армии. Ну вообще-то, конечно, на машине с припадками бы действительно нельзя. Ну понятно. Скажите, а в каких же больницах вы лечились, вот кроме нашей клиники? Можете сказать, в каких еще больницах вы лечились? 14, 15, 21. Ага. Ну и где же лучше всего? У вас тут. Тут лучше. Да, тут лучше. Ну, помогает вам в больнице? После больницы
уменьшается количество приступов? Помогали вам в больнице? Ну, мне так, в этом году я, был там один как-то, я на даче у себя там, после город хороший скопали там туда-сюда, как говорится, может, от усталости, и был там. А вы-то сами помните, что это, что за приступ? Вы о приступе, что вы о нем знаете? Я так фактически о нем ничего не знаю. Это родные, близкие, сказали, говорят, ведь у тебя был приступ. А вы сами, вы когда пришли в себя, вы что, лежали или уж стояли? Как говорится, брат еще жив был, а тут тоже вот умер от инфаркта. Он мне сказал еще, пока жив-то был, говорит, я тебе тащил этот, племянничек там, мужики тащили меня на койку. А вы без сознания были, да? А я без сознания. Понятно. Скажите, Виталий Андреевич, вот вас взяли в армию. Вы до армии-то здоровый были? Я тогда не чувствовал это, пока я этого... Как все молодые люди, как все парни, не отличались ничем от других парней? Нет, мне тогда не было. Травм никаких у вас не было до заболевания? Тогда я не увлекался ничем. Ага, это после вы стали выпивать частенько, да? Не так уж часто, как говорится, баловство к хорошему не приводит. Это точно, это я вам всегда говорю. А до армии не выпивали? А до армии, как говорится, это я уже когда в Москве был, а так в Тамбовской области, там, как говорится, там в деревне. Там все выпивают в деревне. Нет, не скажите. Сейчас, как говорится, сахарок сделали, будь здоров, стой. Дорогим, понятно. А на сахаре надо это сделать. Понятно. Как говорится... Хорошо, скажите, в школе вы учились в обычной, как все дети, в обычной школе учились? Да, там у нас... Сколько классов вы закончили? 7. 7 классов. Как учились-то? Плохо? Да не... Хвалиться нечем. Нечем хвалиться. Что, прям совсем-совсем был отстающий, самый плохой в классе? Не самый плохой, не очень. Как говорится, не очень, да. Не очень. Какая ваша жизнь сейчас? Чем вы занимаетесь? Что вы делаете? Как день проводите? Я вам сейчас сказал же, я, как говорится, дача есть, как говорится, надо обработать ее, надо же все. Летом работаете на даче? Я там и нахожусь. А вот к вам зимой, к осени, как говорится. Сюда поступаете. Да. Здесь в отделении вам не скучно? А я тут, ребята все, как говорится, старые, знакомые, да. Понятно. Я их знаю. Понятно. А каких не знаю, я и там... А вы внешним-то миром интересуетесь? Что сейчас у нас в стране происходит? Кто у нас сейчас, например, глава государства? Это, как говорится, это уже и по радио, и телевидению, все. Говорят много о этом. А вы слушаете? Телевизор, допустим, включили, вот. Кто у нас сейчас глава государства?
был этот, ну, как говорится, сейчас гречка, или как его? Не, как Гречка? Гречка-то это генерал, он уж, или кто, маршал Гречка, он уж и умер даже. Кто у нас сейчас глава государства-то? У нас сейчас кто во главе государства-то стоит? Какое лицо? Как мы его называем? Кто он у нас? Ну, давайте я вам тогда, знаете, назову несколько фамилий, а вы выберете, да? Значит, Андропов, Брежнев, Ельцин, Горбачев. Кто у нас сейчас глава государства? Горбачев. Да нет, Горбачев-то уже несколько лет как уже не руководит государством. У нас сейчас новый президент. А их два было. Да? Ну, сейчас не два президента, сейчас у нас Единая Россия. Не, ну было двое их. Нет, всегда один. Значит, сейчас у нас есть один президент, это Ельцин. Вы этого не знали разве? Ельцин президент у нас сейчас. Ну, Слышали когда-нибудь? ну, слышь. Ну, хорошо. А какой сейчас год? 85. Как 85? И сколько вам сейчас лет? Мне Да. 55. В каком году вы родились? 45. Значит, вам 50... Это, каком? 41. В 41-м. Вам сейчас 55. Родились вы в 41-м. Как вычислить, какой сейчас год у нас? Мне в апреле, как говорится, Ну, так... день рождения моего, как говорится. В 41-м вы родились? Да. Да? А точно уже сейчас 55? Может, поменьше? Не 55? 53, может быть? Нет, только не 53. Да? Потому что никак не получается. Потому что если мы к 41 году прибавим 55, сколько получится? Какой год получится? К 41 прибавить 55, сколько будет? 96. 96, а сейчас еще только 94 год. Так что где-то ошибка закралась. Либо вы в 39-м родились, либо вам сейчас 53 года. Нет, я свое день рождения знаю. Да? Ну, понятно. А какой день недели? Как понять? День недели, что сейчас? Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота? Сегодня на что? Сегодня пятница. Сегодня пятница. А какая ваша пенсия? Сколько сейчас пенсия у вас? Ну, мне сейчас ее опять убавили. То говорили прибавить, прибавить. Ну и того сколько получилось? А сейчас 63. 63? А было 83. 83 чего? Ну, моя пенсия была. 83 чего? 83 чего? Не рубля, сейчас Да. на рубле ничего не... Да, вот чего же сейчас тогда? 83 чего? Ну, 1000 рублей, наверное, да? Ну, это сказали до 100 тысяч до 100 будете, а не прибавили ничего. Ну еще прибавят, не волнуйтесь. Значит, пенсию вы свою знаете, какую. А какой сейчас месяц? Месяц? Да. Ноябрь. Ноябрь. И какой год? 94. Получился 94-й. Ну хорошо, молодец. И вот последние несколько вопросов у меня, Виталий Андреевич. Вот я вам довольно часто задаю такой вопрос. Скажите, вот люди имеют пословицы, поговорки с каким-то поучительным смыслом. Вот говорят, не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Что это означает? В
колодец не плюют, это загрязняют чистую питьевую воду. Это нахало только или какие-нибудь. Ну, действительно, питьевую воду загрязнять нельзя. Но в Москве колодцев нет. Люди пользуются водопроводом. Нужна эта пословица в Москве? Везде она нужна, и в любой губернии. Да? Там какой-то скрытый есть, поучительный смысл, чтобы люди вот как-то пользовались не только по отношению к воде, а еще в каких-то ситуациях. Можно применить эту пословицу? Ну, как говорится, это все, и пищу не надо загрязнять, или чтобы она грязной не была. Понятно. А вот еще люди говорят, без труда не поймаешь и рыбку из пруда. Слышали такое? Это я слышу. Чему учит пословица? Ну, и рыбку тоже. Какую рыбку можно ловить, которая идет на пищу, а которая, может, она только, ну, как говорится, как для ребят это может быть какая сказка. Сказка? Ну вот я не рыбак, рыбу ловить не умею, занимаюсь я лечением больных, я врач. Ко мне эта пословица подходит или не подходит? А это не только к врачу, это и всему персоналу, можно сказать. А зачем? Чему она меня будет учить, эта пословица? Не бросай разную гадость куда-то. И вот она, это и пословица идет. Понятно. Виталий Андреевич, больше у меня тогда вопросов нет. Вы уже не руководит государством. Речь больного, вязкая, говорит медленно, с трудом подбирает слова. Отмечается олигофазия, то есть уменьшение словарного запаса. Речь изобилует словами-паразитами. Как говорится, ну, туда-сюда. Мышление максимально конкретно, не понимает простейших абстрактных понятий. Нарушение памяти носит избирательный характер. Больной демонстрирует удивительную неосведомленность в политических вопросах, однако знает размер своей пенсии, помнит больницы, в которых приходилось лечиться, знает день, недели и год. Таким образом, можно говорить о концентрации мышления больного на собственных эгоистических интересах. Поэтому такой тип слабоумия называется концентрическим. Он свойственен больным эпилепсией. Прослушайте беседу с больным 33 лет. Больной окончил авиационный институт, женат, имеет сына 6 лет. В психиатрический стационар поступил впервые в 1991 году. Был возбужден, нарушился сон, отмечалось повышение настроения. По миновании приступа вернулся к работе. Последнее обострение возникло примерно за месяц до настоящей беседы. Андрей Федорович, мы сейчас находимся здесь в больнице. Вот главный вопрос. Есть ли у вас какое-то заболевание? Чувствуете ли вы себя больным? Заболевание? У меня есть заболевание гепатит С, однозначно. Я чувствую себя больным, но только в этом плане. Дело в том, что больница психиатрическая, поэтому нас, конечно, интересуют какие-то расстройства или ваше самочувствие вот именно в сфере психики. Ну, я говорил, прежде всего, адекватность. Мы базируемся на слове адекватность. Значит, я себя чувствую абсолютно адекватно, я. Но это я, конкретная личность, я могу ошибаться. Есть люди, которые рядом со мной, они чувствуют, что я веду себя неадекватно. Так вот эти люди, которые, ну, это мои близкие родственники, это жена и мать, прежде всего, чувствуя, что я веду себя неадекватно, поместили меня в больницу. Я им за это благодарен, потому что, прежде всего, если человек сам не может себе дать самооценку какую-то, то это должны сделать за него близкие родственники, что они и сделали.
Значит, в данном случае помещение в больницу абсолютно адекватно моему поведению и, значит, правильно. Ну вот в этом смысле тогда, просто раз уж мы заговорили о больнице, вы здесь себя чувствуете Уютно, как дома, как дома. Даже уютнее. Здесь намного уютнее, здесь можно спать, в конце концов, спокойно. Не надо никуда ехать, не надо никуда спешить. Здесь тебя накормят обедом, в конце концов. Разбудишь, чтобы дать таблетки. А там все это дома приходится делать самому. Ну, праздник, а не жизнь. Не жизнь, а благодать, Юрий Геннадьевич. Ну хорошо. Тогда вот все-таки немножко еще нам расскажите о себе, вот в каком плане. Кто вы по профессии? Профессия у меня достаточно суровая. Создание ракетно-торпедного оружия, кораблей и подводных лодок. Это моя профессия. Но, к счастью, по ней я не работал ни одного дня. И не приведи Господь, не приведи Господь, если меня заставят работать по моей профессии. А почему вы так напряженно об этом говорите? Но я не хочу делать оружие. Ну, а, собственно говоря, раз вы этим не занимаетесь, значит, реально-то чем вы занимаетесь? Реально, я занимаюсь да всем чем угодно. Ну, например. Все-таки ваша работа. Моя работа – создание будущего. Может быть, расшифруйте все-таки. Что значит создание будущего? Создание будущего. Расшифрую. Это проектирование, оптимизация, создание локальных сетей и производство определенных процессов, которые должны иметь место в будущем. Вот и все. Ну, немножко вы запутанно это все сказали, нам попроще. Неясно, да. Ну хорошо. Вот есть у вас мечта какая-то. Я должен эту мечту сделать былью. Только и все. А у вас есть такие возможности? Есть. Способности? Есть. Тогда вот расскажите нам о своих способностях и возможностях. Ох, я все могу. Передаю человек, который может все. Ну, попросите меня что-нибудь конкретно сделать, и я сделаю это. Ну, проще, наверное, вам сказать, что вы умеете. Я умею делать оружие. Так. И могу этим оружием защитить любого человека, любую. Я не могу не могу допустить того, чтобы у ребенка капала слезинка, понимаете? Для меня это равносильно поражению. Если ребенок где-то заплачет, для меня это равносильно поражению. И я создам любое оружие, чтобы эта слезинка никогда не упала, понимаете? Это моя работа. Но в мире достаточно много войн. Пока. Да. Пока наша контора еще не развернулась. Ну, контора-то она есть контора. Она же будет делать свое дело, она все равно будет пробиваться вперед. Это пока мы не можем следить за всем. Но бывают уже поля, которые мы захватываем из будущего, где уже дети не плачут. Но пока их мало. Ну, это очень воинственная область. А есть что-нибудь более, так сказать, менее воинственное? Есть красота. Красота, оценка красоты. Черный квадрат Малевича – это вообще предел, это высшая мера достижения человеческой красоты. Точнее не скажешь, поймите, черный квадрат. Рамка. Это рамка. И в ней лицо. Было лицо человека, которого ты хотел увидеть. Понимаете? Вот он. А вместо лица пепел. Тебя сожгли. Тебе нельзя знать это лицо. Ты не имеешь права это знать. Но мой вопрос касался ваших способностей все-таки и возможностей. Вы художник? Вы имеете в виду, что вы можете нарисовать нечто подобное или что? Я могу нарисовать, не знаю, может быть, Джоконду смогу нарисовать. Я не знаю своих возможностей и своих способностей. Я их, к сожалению, я как всякий человек знаю мало о своих возможностях и способностях. Что, чем вы знаете? Я знаю одно, я могу не спать неделю. Это абсолютно четко, жестко и проверено. И чувствовать себя гораздо лучше, чем я сейчас себя чувствую. Вот. Ну что я еще могу? Могу не есть месяц. Совершенно спокойно, без всяких последствий. Пробовал. Вот. Могу войти в холодную воду вот сейчас, и ничего со мной не сделается, не случится. Могу. Да много чего могу, наверное, не знаю. Просто, понимаете, есть какие-то конкретные... Если хочешь услышать ответ, задай вопрос. А вы спрашиваете расплывчато. А можете? Вы меня слышите конкретно. Можете танк уничтожить? Могу. Можете ракету сбить? Ну, могу. Как? Вот как вы это можете сейчас сделать? Ну, сейчас танк. Элементарно. Ребята, сахар пару килограммов найдется? Так, аптека, нитроглицерин. Так, от сердца. Так. Пару кусков. Трубопроводные трубы. Отлично. Ракетная установка готова, можете считать. Кумулятивный заряд остановит любой танк, который будет пока здесь поблизости. Я умею делать из сахара взрывчатку, из водопроводных труб оболочки реактивных снарядов, а уж посчитать кумулятивную массу и критические массы заряда, это, ребята, это мой хлеб. Понимаете? Поэтому остановить танк мне проще, чем вы думаете.
Из подручных материалов я сделаю все, чтобы его остановить. Понятно. Это входит просто в вашу профессию. Конечно, конечно. А скажите, а какие-то вот способности, которые, может быть, сверх того еще у вас есть, может быть, которых нет у других людей непрофессиональных? Вы понимаете, опять вопрос расплывчатый. Какие это возможности? Вот вы задали про танк вопрос, я вам конкретно ответил, что я могу его остановить. А когда говорят какие-то, ну, какие-то, наверное, есть, но я не знаю какие. Я пишу стихи, допустим. Так. Вот, писал, вернее, когда-то у меня была несчастная любовь, я писал стихи. А сейчас, ну, я не знаю, что, понимаете? Но я вы сейчас пишете стихи? Сейчас нет, сейчас я только Или читаю. вы можете нам прочесть свои стихи, которые вы написали когда-то? Ну, я уже читал девочку. Ну, прочтите, потому что я... Ой, я только кусочек помню, я написал всего штук 15. А бывает капнет, словно слезы дождь, милые дождинки, вам мне не помочь. Ветерок, играя, шелестит листвой, на душе печально, нет меня с тобой. Белые березы, красный свет рябин, для чего мне это, если я один? Ну, так, в таком стиле, там было штук 15 написано, это было большое, только кусочек запомнил. Все остальное надо поискать, может, найду где-нибудь. Рукописи не горят, как говорится, может, что-то и осталось. Что же сейчас такое состояние, что к вам ваши близкие, вы сказали, все-таки стали предъявлять претензии и потребовали? Как вы считаете, что их не удовлетворяет? Вот это вопрос сложный. Я не знаю, что их не удовлетворяет. Им хочется, чтобы было так, как они хотят, понимаете? Чтобы действительно, что вот у них есть муж, который должен вести себя адекватно мужу. Ну, давайте все-таки не про них будем говорить, а про вас. Как вы себя ведете так, что им это не нравится? Ну, им не нравится, что я названиваю по телефону. Я могу с телефона не слезать вообще, наверное, ну, месяцами. То есть обзванивать своих знакомых там и так далее. Им это не нравится, им это кажется странным. Почему это я вдруг схватаюсь за телефон и набираю десятки номеров, звоню в Инкомбанк, звоню, ну куда я только не звоню, в разные конторы. Инкомбанк чаще всего звонит. А зачем вы звоните? Ну, там две такие девочки сидят классные, Инна и Лена, и мне с ними просто приятно пообщаться. И там есть еще мой старый друг, вице-президент Инкомбанка Преображенский Владимир Владимирович, с которым мы не одну сковородку картошки вместе съели, мы с ним вместе в общежитии жили. Мне просто кажется, что жена может быть недовольна, если муж звонит каким-то девочкам, просто чтобы с ними поболтать. Нет, тут как раз даже не в этом дело. Она недовольна не потому, что звонит каким-то девочкам. Я звоню по делу, действительно, не поболтать, а по делу. Мне нужен Преображенский, и я звоню. Но он занят постоянно. Ну, вице-президент Инкомбанка, нагрузка большая, я его понимаю. А мне надо ему объяснить кое-что. Ну, а еще кому вы звоните? Вы же не только в Инкомбанк целый день звоните. Да, еще звоню Катюше. Это та, которая будет нашей императрицей. А это что? Зачем вы ей звоните? С какой целью? Ну, узнать, как она себя чувствует, подготовить ее потихоньку. Ей же сразу нельзя говорить, кто она есть на самом деле. Боже упаси, то еще испугается. Но и всю ее работу... Напротив, потому что это осталось за рамками. Что это за Катюша? Объясните, пожалуйста. Тут как, понимаете, Катюша, она создала критическую массу атаки. То есть я сейчас перед вами, я атакующий лидер, в общем-то. То есть она сделала то, что в области кораблестроения сделать считается невозможным, в области создания атаки. Вот понимаете, наши всегда пытались сделать, всегда кораблестроители всех стран пытались сделать лидер атаки. Лидер атаки, понимаете? Она же медик, я не понял, почему она еще и на скрипке играет, понимаете? Так вот, лидера атаки создать считается невозможным. Если его создать, значит он должен быть всю жизнь быть в атаке. И поэтому всегда делали эсминцы. На 38 узлов, там приличный эсминец, хороший эсминец, он выполнял свою роль. Так вот, она, выйдя один раз на берег моря, выходила на берег Катюша и сыграла песню на скрипке. А я как раз сидел рядом. И этот момент произошло создание критической массы атаки, после чего перешел уже переход в области создания ракетно-ударных атак. То есть, понимаете, как идет вперед Россия, как шла вперед Россия всегда. Впереди шел лидер. Или это был Петр I, или это был Потемкин, как у Екатерины II, или кто-то еще. Но шел лидер, обязательно впереди шел лидер атаки. Вот. И вот различная схема атакующих лидеров, то есть создание атакующих лидеров, это была путь России. То есть Россия шла вперед не сама, ее ввели лидеры, или Петр I. А какая роль здесь вашей Катюши во всей создание лидера. То есть я в данном случае это лидер, лидер атаки. А она? А она императрица, как положено. Она сейчас императрица или будет? Будет императрицей. Ну сейчас вот еще напугает. В каком же государстве? В российском. Российская империя, которая будет от Балтики и до Средней Азии. И Порт-Артур, и все, что мы потеряли, мы все вернем.
Я за этим прослежу, моя контора проследит. Но вот в 91 году вы впервые попали к психиатрам. Да. Скажите, какие-то необычные явления психические у вас до 91 года уже были или нет? Были. Какие же? Понимаете, меня всегда поражало то, что мне верили все, и враги, и друзья, вот, верили. Вот я говорю, что-то надо делать, и люди берутся даже не спрашивая, а кому это надо, а что из этого будет. Меня всегда это поражало. И вот особенно, когда вот я попал к психиатру, ну, как раз еще Пуч под руку подвернулся, не кстати. Если бы не Пуч, может быть, они бы еще и как-то самое, ну, это вышли. было до Путча? Нет, это было в день Путча я попал, то есть 19 августа. В день Путча меня забрали в психушку. Так. Вот. Почему же вас забрали? Ну, я же объяснял, я это Вот сам... объясните еще раз, пожалуйста. Хорошо, попробуем. Так, 19 августа 1991 года, Путч. В это время я начинаю делать производство. Производство, которое должно было делать бижутерию, серебряные туфельки. Вот. Ну, в общем, я привлек к этому делу десятки людей, которые никак мне подчинены не были. То есть совершенно посторонние люди. Они работали так, что было страшно мне самому. То есть они уходили с работы, когда у них ключи падали из рук. Гаечные ключи. То есть люди уже не могли держать гаечные ключи в руках. До того момента они еще что-то крутили. Вот. Потом они, правда, возвращались снова. Ну, так, парадокс. Вот. И получилось так, что я уже не спал неделю к тому времени. Вот, и очень боялся, что мне будут мешать. И я пошутил неудачно. Я сказал, что вот эта штука, мне схема, там светодиоды, 3, 5, 10, что эта штука может рвануть, если меня тронут. Тогда они испугались не на шутку, ну, те, кто отвечал за эту территорию, обесточили всю территорию к чертям собачьим и вызвали милицию, чтобы меня это прибрать к рукам куда-нибудь. Скажите, какое настроение у вас тогда было? Такое же, как сейчас. То есть? Атакующий потенциал. Но это что, злое? Нет, доброе. Добро, зло не может наступать, поймите. Зло может только защищаться. Добро может атаковать. Добро, только добро. И вообще, кстати, я вот очень сильно пытаюсь найти зло в этом мире. И не удается, никак не удается. Нет зла в мире. Нету. Есть несовершенство добра. Понимаете? Несовершенство добра. А зла нет, как такового нет. Есть красота, есть несовершенство красоты. Есть добро, есть несовершенство добра. А зла как такового я не вижу. Поэтому мы мучаемся, потому что у нас нет. У нас есть... Сейчас настроение хорошее. Отлично. Андрей Федорович, может быть, я не задал вам какой-то вопрос, который вы хотели бы как раз вот обсудить, или о чем бы вы хотели рассказать, а я вам не дал такой возможности. О любви. Любовь – это самое святое чувство, которое есть у человека. И моя самая большая мечта, чтобы исполнилась, то есть моя самое заветное желание, чтобы исполнилась моя мечта. Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутая выйдешь, ты меня никогда не увидишь, ты меня никогда не забудешь. Ой, я знаю, кто это будет. Ну, а ваша жена к этому не имеет никакого отношения? Нет. Не, она мне разрешила, в принципе, все это делать. Вот, тут у нас с ней морально-этические вопросы утрясены. Но это не моя жена, это другая женщина, которую я люблю уже 15 лет. 15 лет я с ней был в разлуке, но никого помочь мне не просил. И пусть сегодня дней осталось мало, и меркнет свет, и кровь не горяча, я в 100-й раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча. Ну, все, тогда, значит, у меня больше вопросов нет. А у вас? Нет, спасибо. Андрей Федорович, скажите, пожалуйста, вот ваше нынешнее состояние и ровное, какое вам больше нравится? Мое нынешнее. Нынешнее, чем оно вам так? Атакующим потенциалом. Я чувствую, когда чувствую себе силы сделать все, понимаете, абсолютно все. Ну, например? Ну, опять, например, ну, танк остановить, я вам остановлю, я вам уже объяснял. Да. Ну, самолет сбить, я вам самолет собью. Ну, что у вас, неуемная энергия так? Да. На протяжении дня? На протяжении дня. Не, ну, поспать, конечно, хорошо, у вас вот такие подушки мягкие, сказка. Ну, а спать все-таки хочется или может Конечно. без сна хватит? Могу без сна, но поспать хочется. Ну, поспать. Отдохнуть-то надо все-таки, сколько уж можно. Мгм.
И фон настроения какой? Такой. Какой? Такой хороший, приподнятый, веселый. Но у вас какие-то разрушительные наклонности. Какие Бог дал? Вы у нас тут не будете крушить, там, Нет, стрелять? Боже ничего? упаси, я вас тут пылиночки буду сдувать. Ручки только целовать бы разрешили, а тут прям как эти самые. На улице можно, а здесь нельзя. А Ну, на прям, улице делали? конечно, Ходили к дамам ручки целовать? конечно. Ну А что как такое? они на это реагировали? По-разному. Кто цветы хотел подарить, кто говорил, да не надо, в другой раз. Ну, женщина есть женщина, с ними это самое. С ними осторожно. Женщина — самое коварное существо, которое создал Бог. О Боже. Ну что ж, тогда все. Хорошо. Андрей Федорович, последний раз. Скажите нам об этом состоянии еще раз. Больной говорит с напором, не всегда соблюдает дистанцию в беседе. Настроение повышено, легко отвлекается на побочные темы. Склонен переоценивать свои способности. Некоторые его высказывания можно расценивать как бред величия. Демонстрирует повышение воли и влечений, стремится к общению, особенно к общению с противоположным полом. Не чувствует скованности в присутствии посторонних, охотно поет, читает стихи. Игнорирует любую отрицательную информацию, не тяготится пребыванием в больнице. Все перечисленные симптомы характерны для маниакального синдрома. Мы представляем вам больного 40 лет. Он многие годы злоупотреблял алкоголем. Пьянство было причиной развода с женой. Последние месяцы нарушилась походка. С лета 1995 года грубо расстроена память. Это послужило причиной обращения к врачу. Вопросов, касающихся вашего здоровья, но прежде я хотел разобраться в ситуации. Вы меня узнали? Вы меня знаете? Врач, только имя не помню. Вы меня когда-нибудь прежде видели? Мы с вами уже говорили или нет? По-моему, видел. А насчет говорить, не помню. Ага. Значит, была такая беседа, чтобы я так сидел, задавал вам вопросы, там какие-то еще, может быть, другие доктора были, чтобы я проводил с вами беседу. Было это когда-нибудь? По-моему, нет. Ну, я вам напомню, что в принципе такое было. Уже один раз я с вами говорил, поэтому я вас хорошо знаю. Вы меня просто, может быть, так плохо запомнили. Меня зовут Юрий Геннадьевич, я доцент кафедры. И как-то мы с вами уже поэтому встречались. Вы давно здесь в больнице находитесь? Точно не скажу. Но все-таки это день, неделя, месяц, год, сколько? Ну, скорее, наверное, неделя. Неделя. Ну, наверное, уже побольше недели, но все-таки... Ну, не год, во всяком случае. Да, не год, да. Значит, где-то вы находитесь недели две, наверное. Скажите, знаете, какое сегодня число, год, месяц? Число трудно сказать. Ага. Ну, месяц хотя бы. Ну, месяц, июль, наверное. Смотрите в окно, да? Лето. Ага. Ну, еще листья зеленые, но на самом деле лето уже кончилось фактически. Какой месяц? Ну, если лето кончилось, а сентябрь. Сентябрь. Хорошо. Владимир Васильевич, значит, причина того, что вы здесь находитесь, на что? На что вы жалуетесь, что с вами случилось? Что случилось? Что у вас плохо? Пожалуйте Ну, сначала. плохо, у меня с памятью плохо. Только с памятью? Еще что-нибудь вас беспокоит? Да вроде только память. Только память. Физически вы крепкий человек, здоровый. Да, ну, вроде да. Угу. Ходите не очень ловко, да? Ну, бывает иногда. Что, ноги болят? Да как сказать, ну вроде по прямой, если то нормально, а вот когда повороты немножко. Трудно как-то. Ну, сбиваешься вроде с такта, что ли, так сказать. Хорошо. Все-таки память, насколько она нарушена? Но вы помните вашу прошлую жизнь, например, когда вы родились, в каком году? В 55-м. Число помните? 23 января. Можете сказать мне, кто вы по профессии?
Следственный сборщик. Так, что за предприятие последнее, на котором вы работали? Я на одном работал, Ага. так что никаких последних. Ну, какое предприятие? Ну, оно режимное. Режимное, ну, неважно. Ну, что еще? Семья ваша, у вас семья есть? Сейчас нет. С кем вы живете? Живу с родителями. С родителями. Значит, и отец, и мать живы, Да. здоровы, они вот... Ну, вот относительно здоровы. Ну, какой их возраст сейчас ваших родителей? Так, ну, отец с 19-го, Ага. а мать с 28-го. Так, значит, это вы все помните, Да. да? С какого момента вы не помните? Когда же расстроилась память? С какого точно я даже не скажу. Ну, например, что было в сентябре прошлого года, 94-го, вы можете сказать? Пожалуй, нет. Так, ну вот сейчас 95-й год. Ну, например, помните вы события, связанные, например, в 91 году у нас в стране было весьма такое серьезное событие. Можете вспомнить? Вот примерно как раз в это время, чуть пораньше, в августе 91 года. Можете вспомнить, что происходило в стране? В 91-м, в августе. Путч, по-моему, был. Угу. Кто же там, что там хотели? Кто путч-то поднял? И чего хотели? Кто поднял, что-то я не помню. Не помните? Да? Там организация Правительство какая-то, да? Ага. Сменить хотели. Буквы там какие-то были такие, вот 4. ГКЧП. Да, это вы помните, Я да? Ну и в результате вот этого путча, значит, образовалось российское государство, и у нас стал президент. Кто у нас сейчас президент? Горбачев. Ну, что вы считаете, что сейчас Горбачев у нас руководит государством? Ну, у меня две фамилии крутятся, Горбачев и Ельцин. Но все-таки Ельцин. Ельцин, Горбачев да. уже сейчас фактически Ну, от значит, политической жизни отошел. Ну, Так, Ельцин. ну а кто, например, премьер-министр, знаете? Черномырдин. Черномырдин. Значит, это вы все помните, да? Хотя вроде Черномырдин, ну, не так давно он у нас премьер-министром, но это вы все уже помните. Так, ну, какие еще события, вот, которые недавно были, там, ну, как, например, Новый год в этом году встречали, помните? Нет, не помню. Что летом делали? Не скажу. Тоже не скажете. Ну хорошо. От чего же расстроилась память? Что случилось такого, что память стала плохая? Ну, по-моему, значит, травма на производстве, что ли, получилась. Травма на производстве? Да, значит, плохо, что ли, стало, упал я головой. А как это? Откуда вы это знаете? Что делали зимой, как справляли Новый год, не помните, а как падали, помните? Да я не помню, как падал, просто Ага. потом нам сказали мне. Вроде бы сказали потом, Ну, да. да? Ну вот никто не рассказывал, вроде не падали, голову не ушибали, вроде бы этого ничего не было. Не знаете, да? Ну ладно, хорошо. Скажите, а думать не сложно? Да как сказать, думать вроде не сложно. Ага. Но единственное, только что не помню толком ничего. Ну можете, например, мне месяцы года назвать в обратном порядке. Последний месяц декабрь. В обратном... Я помню. Ага. Давайте. Декабрь, ноябрь, октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, май, апрель, март, февраль, январь. Угу. Очень хорошо. И посчитать, вот тоже такое достаточно простое задание, но приходится немножко голову напрягать. Значит, 100 нужно отнимать все время по 7. 100 минус 7, и еще минус 7, и еще минус 7. Ну-ка. 100 минус 7, 93. Так, потом будет 86. Потом будет 71.
Ну-ка, 86 минус 7. 86 минус 7. Будет 79. 79, потом будет 72. Потом будет 65. 65, потом будет 58. Ну, я думаю, что уже дальше нет смысла, вы хорошо с этим справляетесь. Это не составляет большого труда. Ну, не то, чтобы хорошо. Ага. Ну, все-таки. Так, Владимир Васильевич, запомнили, как меня зовут? Забыл. А я говорил? Наверное. Наверное или говорил? Помните? Ну, наверное, представлялись. Или забыл, да? Ну, значит, зовут меня Юрий Геннадьевич. Трудно это запомнить? Ну, я думаю, нет. Нет? Ну, хорошо. Владимир Васильевич, писать не сложно вам? Я давно уж не писал ничего. Да? Ну, давайте вы напишите мне под диктовку. Ну, сначала напишите, например, свое имя, отчество, напишите Владимир Васильевич. Почерк плохой. Все равно, какая разница, это же для вас, вы же будете, если что, читать. Ну-ка, давайте. Я как раз почерк и посмотрю. Я в первую очередь хочу почерк посмотреть. Мое имя, отчество. Да, напишите, да. Вот. Ну, еще я, допустим, чтобы вас запутать, там, давайте напишем Борис Николаевич еще напишем. Это Ельцин. Борис Николаевич, так. Так. Напишите еще Юрий Геннадьевич. Знакомый это вот? Кто такой Юрий Геннадьевич? Юрий Геннадьевич? Не скажу. Ну, напишите еще Сергей Александрович. Вот. Ну и последнее, Марк Захарович напишите. Ну, я вам могу сказать, что почерк у вас очень хороший и понятный. Ну, я вот здесь, среди этих имен, я просто свое имя здесь указал вам. Можете мне сказать, какое здесь имя мое? Какой-то из двух. Или Юрий Геннадьевич, или Сергей Александрович. Юрий Геннадьевич. Вот из двух. Юрий Геннадьевич. Ну, хорошо. Владимир Васильевич, ну вот говорят, что вы выпивали. Ну, это было дело. Да? Крепко? Ну, я не знаю, не валялся, во всяком случае. Ну, выпивал. Горячки белой не было? Нет. Никогда? Нет. Скажите, а в отрезвитель попадали? Один раз. Давно? Ну, давно. Давно. Так, ну вот, а вот эти ваши расстройства памяти никак с выпивкой не могут быть связаны? Да я даже не знаю. Не знаете? Я не врач. Но вот врачи так и считают, что это связано с выпивкой. Поэтому вам вот такое серьезное задание. Хотите, чтобы ваша память восстановилась, уже, значит, о спиртном придется забыть. Вот. Владимир Васильевич, запомнили, как меня зовут? Юрий Николаевич. Юрий Николаевич? Да. Ну, уже почти правильно. А вот что у нас за листочек лежит? В смысле как? Что на этом листочке есть? Вы можете сказать, что там написано? Имена какие-то написали. Какие-то имена писали, да? А чьи имена мы писали?
Ну вот, чьи это имена? Мое, Так, Ельцина. так. По-моему, это ваш, Юрий Геннадьевич. Юрий Геннадьевич, это мое, да? Ну, значит, уже все-таки память немножко восстанавливается, значит, вы уже можете кое-что и запомнить. Ну и еще, Владимир Васильевич, скажите мне, сейчас вот вы в больнице постоянно находитесь, вы эти 2 недели, на улицу не выходили? Нет, выходил. Когда? Я и сегодня, по-моему, выходил. Сегодня выходили. А куда выходили сегодня? Ну как, ну вокруг походишь, погуляешь. Ну как это погуляешь? У нас здесь закрытый режим, у нас больных просто так вот без... Нет, ну я не один, там Ага. группами выходили. Конечно. Куда же выходили? Ну, вокруг здания тут походим немного. Да? И что вы видели? Расскажите про вашу прогулку. Что вы видели? Да ничего такого я не видел. Да? Ну, зачем ходить вокруг здания-то целой группой? Ну, воздухом подышать надо. Воздухом Ну, подышать? конечно. Ну, это можно во дворике. У вас там есть вот садик рядом с вашим отделением. И там можно в садике погулять. А зачем-то вы выходили. Шли куда-то в другое место. Зачем? Не помните, да? Но в рентген вам сегодня делали. Ходили в другую клинику, там раздевались, снимали, делали снимки рентгеновские. Не помните этого? Совсем уже забыли, да? Не помню. А мое имя теперь запомнили уже хорошо. Хорошо, Геннадий, вот, по-моему. Ага. Николаевич. Нет. Ага. Это отчество Геннадьевич. Юрий Геннадьевич. Юрий Геннадьевич. Юрий Геннадьевич. А кто ваш лечащий врач? Женщина сейчас. Женщина. Ну какая? Вот сколько ей? Так, уже в возрасте или совсем молоденькая? Кто у вас? Нет, ну скорее в возрасте. В возрасте, да? А как зовут? Что-то сейчас забыл. Не помните, да? Но в очках или без? По-моему, в очках. Да? Да нету в вашем отделении в очках женщин. Да? Нет. Потому что я ассоциируюсь на себя, что я в очках, все в очках. Женщина. Но какая? Ведущим Сколько? расстройством у данного больного является фиксационная амнезия. При относительной сохранности интеллекта и памяти на давние события больной не может воспроизвести вновь поступающую информацию даже после многократного повторения. Хотя заболевание возникло летом 1995 года, однако в связи с ретро- и антероградной амнезией из памяти утерян значительный отрезок времени. Выпадение памяти больной замещает вымыслом о якобы имевшей место травме. Ну хорошо. Расстройства Какие-то ко мне памяти вопросы есть? явились причиной грубой дезориентировки во времени. Может быть, Все эти расстройства составляют понятие корсаковского амнестического синдрома. Наличие у больного признаков полинейропатии и длительная алкоголизация свидетельствуют о токсическом происхождении данного психоза. Больной 51 года, которого вы видите на экране, длительное время злоупотребляет алкоголем. Неоднократно лечился в стационаре от алкоголизма. Течение заболевания осложнено появлением кардиопатии и цирроза печени. Причиной настоящей госпитализации было возникновение острого психоза. Обстоятельства, которые вот привели к больнице. Ну, в день пятницы пошел узнать платежную ведомость свою. Что сейчас каждый месяц. Это платежная ведомость почему? По квартире. По квартире. Каждый месяц меняется, и не поймешь, что, и каждый месяц ходим, нам пишут новую цену. Скажите, в пятницу вы чувствовали себя совершенно здоровым человеком? Ну, вполне нормально. Ну, немножко штормило, как всегда. Почему штормил-то? А не знаю, вот заносит все время меня. А чего заносит? Выпили немножко? Вообще. А? Вообще не пью. С Нового года ни грамма. С Нового года совсем не пьете? Совсем. Ну, я лежал же здесь в больнице. И вот то, что вышел,
полтора месяца прошло. Тем более не воспользовался моментом. И что же в пятницу произошло с этой платежной ведомостью? Ну, рассчитать меня рассчитали. Поднимаюсь домой, чувствую, что я в квартире не один. Вот такое ощущение. Но вы кого-нибудь увидели? Поначалу не увидел. Разделся. А вы были уверены, что квартира пустая? Абсолютно, потому что жена уезжала по делам, а дочка на работе. Это было какое? Утро, вечер? Это было днем, часа в 2. Ну и что же дальше случилось? Ну а дальше что случилось? Дальше я начал проверять комнаты. Посмотри, мало ли что чего. Проверил обе комнаты, и туалет, и ванную, и кухню, и лоджию. Вроде бы никого, и в то же время ощущение такое, что кто-то есть. А что, шорохи какие-то? Не шорохи, а просто вот то ли объем немножко изменился, то ли что-то такое. Ну, такое чувство беспокойства какое-то было. Вдруг заходят мужчина и женщина. Как они зашли? Через дверь входную. А сами открыли? Нет, я не открывал. Ну, у нас в ЖЭКе на доске висят ключи от всех квартир. Опечатанные под большим замком. Так мало ли кто еще потеряет или вдруг увидит. У меня, тем более, последний этаж. Может быть, протечка крыши, чтобы весь дом не залило и так далее, и тому подобное. Так что ключи были запасные. Вдруг заходят двое, начинают рассуждать. Вот это вот хорошо, это прекрасно, это не годится и так далее. И я начал обращать внимание, на что они, меня вроде бы все устраивало. Не возмутились, что они зашли без вашего разрешения? Ну, меня предупредили в ДЭЗе предварительно, что я должен ждать гостей. Потому что там учения шли, разведучения, разведвойск. Каких разведвойск? Разве в квартире проводят учения разведвойск? Ну, по маскировке, да. Так. Ну вот и там, оказывается, потом, когда я уже обострил внимание, они его просто мое внимание заострили. Я начал приглядываться и действительно увидел людей. Так. Ну, они с таким, все, вот под кресло, значит, под кресло, под стул, значит, под стул. Как это? Я не понял, что вы имеете в виду? Что То есть принимают форму. Люди? Да. Принимают? Форму стула. И прямо как сверху вот накладка идет. Даже толщины не видно, они такое впечатление, что они сужаются, расширяются, округляются. То есть регулируют своими физиологическими возможностями в полном объеме. А так бывает? Вообще люди могут под кресло? Ну, по крайней мере, она садилась, женщина. У нее плечики соответствовали уровню. Руки соответствовали тут уровню. Ноги под себя она убирает. То есть сиденье чисто. Если вот даже сесть, облокотиться, ее можно даже не почувствовать. Ну, вы же на нее сядете, придавите, она возмущаться будет? Ну, у них задача такая, что не возмущаться, а вот быть замаскированной и наблюдать, слушать, видеть. Что еще вы увидели? Ну, вот торшер была, так сказать, замаскированная. Кто? Женщина. Вот под стенку гардероба, под плату. Прямо такой же цвет, такой же размер, все один к одному. Так что, так вы видели их или не видели? Когда сконцентрировали мое внимание, вот это хорошо-плохо, то, конечно, я их увидел. И сколько же их там? 8 человек. Так. Как дальше события? Ну, дальше поворачивается ко мне это со звездами. Причем погоны очень интересные. Ну, как вот зарубежные наши друзья носят. Такие высокие, без всякой рифленки, в один ряд. Погон чистый, старший лейтенант.
Ну, может, у них по-другому называется, потому что это спецвойска. Так. Вот. Вот у вас потренируется, мы потом с вами поговорим. То есть беседа будет. Ну, пока они менялись позами, то есть кто-то был креслом, стал панелью, панель стала стулом, стул стал торшером, там, к примеру. То есть у них идет. Но вы видели, как эти люди передвигаются по комнате? Да, я их видел. Но ни слова не говорят. Я говорю, ребята, говорю, кончайте дури мается. В таком положении ведь находиться 2 часа в статическом это. Это кто в таком положении находился? Ну, это кресло, стул, панели. Там. Они ведь не шевелятся, они стоят вот как детская команда. Замри была в свое время. И дальше что происходило? Ну, я им предложил, говорю, давайте чайку попейте, хватит дури мается, туда-сюда. Ни ответа, ни привета, и продолжает заниматься своим делом, как будто меня не слышит. Ну, я говорю, сяду, вас вижу, уже увидел всех. Так что еще от меня-то прятаться. Ну, дело кончилось тем, что я уже возмутился, пришла дочка, пришла жена. Когда они пришли? В какое время? Ну, после работы. То есть это было сколько часов примерно? Часов 6:30. Так, значит, с 2 до 6:30 все это происходило? Это я один был. Да, а потом пришли дочка и жена? Да. Что дальше стало? И сестра приехала еще к тому же. Говорю, ну смотрите, вон они, вот тут. Хоть же натронулся, ну как, уж уходит. Между гардеробом и стенкой такая стеночка, простенок. Между гардеробом и стенкой? И стеной вот такой простеночек, там сантиметра 2-3. Вот спокойно в этот промежуток проникает хоть бы что. Человек? Да. Так. То есть они вот, непосредственно физического контакта не допускают. Но разговаривать потом стали. Хихикают и прочее. Но мне это дело надоело. Но у меня жена бывшая заведующая магазина. Так что дома счеты были. Так. Но они мне под руку попались. И? Этими счетами и по сумке, и по креслу, и по торшеру, и по раздевалке. Что-нибудь разбили? Я ничего не разбил. Счет это целый? Счет это целый. Только торшер? все целое. Ну, я не по стеклу бил, а по железке. Так. И к чему это привело? Ну, привело к тому, что они размаскировались, все равно, хотя они даже и вышли из фоновой маскировки, но сбились в кучу, женщины плачут, ребята потирают ребра. Ну, в общем, и мое содействие не состоялось, как говорится. И дальше а жена и ваша дочь, что они сказали по поводу они говорят, мы ничего не видим. Совсем ничего не видим? Да, говорю, ну как же, вот, перед вами же. Так. Они не видят. Вы не удивились, что они не видят? Вообще удивился, но... Не очень. Не очень, потому что они бестолковые. Кто бестолковые? Ну, женщины мои. Понятно. Им нагнуться, это рубль надо дать. Что дальше происходило, Юрий Николаевич? Ну, а дальше, значит, они достали такие маленькие автоматики, которые не патронами стреляют, не чем-то, а вот именно какой-то субстанцией такой. С чем? Ну, какая-то жидкость такая. Так. Махровая. Махровая жидкость? Да, и она растет, движется, прямо на глазах. Она говорит, ты не беспокойся, ты биооружие, тебя сейчас эти бактерии сожрут. А, это бактерии какие-то? Ну, какое-то такое оружие, новое, современное. Так. Я действительно почувствовал жар на ногах. Ну, недолго думал. Но они попали в вас этим оружием? Ну, а как же, ну что ж, столько метров не попасть. А куда попали? По ногам били, по низу. Понятно. Ну, я взял, как у Гоголя, круг меловой сделал. У меня как раз были эти мелочки от тараканов. Мелочком от тараканов нарисовали круг? Да, нарисовал круг. Так. И вот эта вот смесь подходит, вот
субстанция. Она закипает, а пройти не может. То есть кальций она не проходит. Так. Ну, а потом я понял, что дело хреново кончиться может. Плохо кончится может. Да. Так. Надо сматываться. Так. Но мне удалось вырваться. И я сразу в милицию. Муниципальную у нас там рядом. Далеко милиция-то? До метров 250. Так, прибежали в милицию. Да, ну там говорят, мы этими вопросами не занимаемся. Тебе надо обращаться в районное отделение милиции. Так. Пока я говорю, в районное обращусь, уже обращаться. Возможно, будет. А что вы сказали-то в милиции? Что? Милиция, что нападение на квартиру банды. Нападение на квартиру. Так. И чем все кончилось? Ну, дали они мне мальчиша-кибальчиша с автоматом. То есть? Ну, бойца. Так, бойца. Ну, вот, боец со мной пришел, полная тишина. Я ему показал, где это все находилось. Он сам автоматом все прощупал. Так. Ничего нету. Ну, сели, по чашке чая выпили с ним, завтра уже он ходил. Надо же было человек как-то. Да. Немножко выпили что-нибудь? Нет. Они, причем я обратил внимание, что когда я прятался на территории отделения милиции, в организации они не заходят. Первый автобусный парк они не зашли. То есть государственные учреждения они обходят мимо. Понятно. А как только боец ушел? А как вот жилые дома, стройки, массивы. Тут они всюду лазят, как не знаю кто. Понятно. И когда ушел боец, тогда что? Ну вот приблизительно через полчаса опять появились. Появился этот старший. Говорит, ну поскольку ты не выполнил свое обязательство, и я докладываю начальству, с плеча спустил птичку, синичку. Не понял, что это значит. Ну, птичка у него была. Птица сидела на плече, да, настоящая? Настоящая. Так. Вылезла она в форточку спокойно, стала вдруг расти на глазах большая. Так. И помахала куда-то в штаб туда. Ну, прошло минут 15-20. Ну, то есть решали вопрос, что со мной делать, как я так догадываюсь. Да. Обратно прилетела, опять стала маленькая, опять что-то ему начерикало. Он собрал своих, уже не маскирован, ничего. Много людей? 8 человек было, да. И объясняет ему задачу. Так. Но пока он им объяснял, я умудрился схватить тужурку и дать ходу. А время это какое было? Это уже было около часа ночи. Значит, вы в час ночи убежали из дома? Да. А ваши родственники, жена, дочь? Они дома остались. Они спали уже? Не спали, меня не пускали, наоборот. Еле вырвался. Дело закончилось тем, что они меня ищут. А ищут очень интересно, потому что когда я скрывался, он развязал вещевой мешочек, это старший офицер, и высыпал зеленые такие штучки, ну вот похоже очень на брюссельскую капусту. И эти вот шарики, да? Шарики, да. Так. Эти шарики стали приобретать человеческий вид. Так. То есть расти в высоту и в ширину, и определять ну, форму человека. Они где росли-то? В вашей квартире? Прямо в квартире. И вы видели, как это происходило? Как все это видел. Это до того, как вы еще убежали? Да, до того, как вы уезжали. Почему я убежал? Думаю, сейчас будет экзекуция надо мной. И? Ну и дальше они меня начали искать. Ну, да, в 4 часа они меня поймали. Так. Ну и с 3 сторон, с этих автоматов 9 стволов. Долбили по мне. Потом один говорит, кончай, говорит, ему этих бактерий хватит, чтобы на тот свет уйти. Так. Ну, на всякий случай, сейчас отведем его к Васильевичу. Ну, кое-как доплелся я до подъезда. Меня подняли на лифте. И потом лифт пустили свободным падением. О, боже мой. Так, и? Ну, там что-то внизу заклинило лифт. У них самоторможение есть. Но удар был сильный, у меня вот заднее место до сих пор болит.
довольно Юрий Николаевич, прилично. и чем все это кончилось, в конце концов? Как же вы попали в больницу? На каком этапе вы попали в больницу? У меня начало сводить зубы. То есть все зубы стали как будто вовнутрь растут. Это в лифте было? Да. Вот когда меня опрыскали этой мутью, вот и началось кручение. До лифта еще, вот когда они меня поймали. На зубах какие-то камни стали расти. Так. Вот я сдираю камень, думаю, посмотреть, что это такое. Так. Он тоже рассыпается и растворяется, вода становится. А так и все, от А до Я. Это все ночью было? Ночью все, да. Или на следующий день? Нет, ночью. Да, вот я сидел. Значит, вы ночью сидели, эти камни от зубов отковыривал, да. Дальше что было? Ну а дальше они меня на лифте, значит, второй раз хотели отпустить. Тут появляется мама моя и судмедэксперт, который констатирует факт смерти. Ну вот он еще живой, говорит, надо еще раз поднимать и сказать Васильевичу, чтобы посильнее дал ускорение. Так. Говорит, а то, говорит, второй такой живучий попадается. Обычно одного удара хватает, чтобы готов был. Значит, вы в лифте сидите? Да. Так. Ну, они говорит, дверь открыли, говорит, иди домой, а мы пошли в штаб. Так. Потому что, ну, 2 раза казнь не делается по всем законам. Значит, они убить вас хотели? Да? Без сомнения. Понятно. Так. Ну и... Ну, дело кончилось тем, что поступила им команда. Он открыл этот шарик свой, мешок. Все эти шарики закатились. Так. Завязал, взял чехол с ракетой. С ракетой? Да, с меня ростом ракета, вот такая маленькая. Так. Видел, как они стартовали из окна? Прямо с площадки вертикально ходят вверх. Причем не одна группа там была, а там много было групп. Это вот я только с одной столкнулся. Так. И? И улетели, ушли, и больше нету их. И когда же они улетели? Утром. Утром? Да. Рано утром? Рано утром, часа в 4:30. Значит, все это продолжалось только одну ночь? Ну, больше, 1,5 суток. Все-таки 1,5 суток, да? Да. Потому что вы мне сказали, что они утром улетели. Утром, ну, одну ночь я спокойно спал, они на ночь уходили куда-то. А утром опять приходили. Так. Значит, в середине дня одних суток это появилось, потом на ночь они ушли, потом целые сутки вы опять с ними имели да, дело. И полночи с ними. Полночи. И в 5 часов утра следующей ночи они ушли. Да, они ушли, исчезли. И исчезли в сторону Внуково. Юрий Николаевич, ну вот теперь вопрос. Что же все это такое было? Ну, очень я затрудняюсь конкретно ответить на него. Ну, все-таки. Как вы считаете, что это такое было? Умом считаю, что это блажь. Блажь? Да. Так. А то, что я вот сам видел своими глазами, сам участвовал в этих событиях, это не мираж, ничего, это конкретное время действия, в котором я не принимал непосредственное участие и видел все своими глазами. Вы это смотрели как? Вот как мы кино смотрим, как сны у нас бывают, или как-то по-другому? Как-то по-другому. Это не как не сон, не как кино, потому что я ждал подвоха. Так, ну, может быть, это просто болезнь? Итак, больной описывает яркие истинные сценоподобные галлюцинации. Галлюцинаторные образы обладают всеми свойствами реальных предметов. Некоторые противоречия, временные смещения в рассказе объясняются тем, что в момент психоза наблюдалось помрачение сознания и последующая частичная амнезия. Наблюдавшееся психомоторное возбуждение было тесно связано с галлюцинаторными переживаниями. Характерна динамика психоза. Поэтапное нарастание симптоматики через фазу немотивированной тревоги, параидолических иллюзий и, наконец, ярких сценоподобных галлюцинаций. Продолжительность психоза несколько суток, выход критический. Все это характерно для делириозного помрачения сознания.